Мой доклад называется «Применение текстур не по назначению». И в его процессе я надеюсь, что вы поймете, что у текстур на самом деле может быть очень огромный диапазон применений, и он ограничивается лишь только вашей фантазией. И понимание этой концепции открывает перед вами безграничные возможности. Ну, для начала вопрос. Кто среди здесь присутствующих хочет немного уличной... Кто в своих проектах использовал самописные шейдеры? Это очень хорошо. Да, все, кто поднял руки, молодцы. Кто не поднял руки, тоже молодцы. И я надеюсь, что мой доклад вам поможет понять, что в написании шейдеров нет ничего страшного, неподъемного, и осознать их полезность их использования. Лично я в разработке стараюсь придерживаться правила, что если что-то можно почитать на графическом процессоре, то нужно читать это на графическом процессоре. Идея в том, чтобы разгрузить центральный процессор и оставить ему больше времени для скриптов, для выполнения скриптов, плохой оптимизации и прочего, вот, перенеся часть вычислений на графическую карту. Итак, начнем. Первый тип, так сказать, текстур, который хотелось бы рассмотреть, это градиенты. В математике понятие градиента определяет вектор или направление роста какой-то величины. И в этом контексте мы можем использовать градиенты, например, для реализации вот такого прогресс-бара. Этот простейший прогресс-бар можно сделать с помощью небольшой текстуры с градиентом и очень простого шейдера. Как это работает? Все на самом деле очень просто. При отрисовке каждого пикселя на этом меше мы будем сэмплировать значение с текстуры градиента. Но для начала давайте абстрагируемся от того, что мы видим на экране. Забудьте, что это цвета от черного к белому. Ведь в первую очередь для компьютера это числа от 0 до единицы. В шейдер мы будем передавать свою переменную прогресс, которая при чтении каждого, точнее при отрисовке каждого пикселя на полигоне мы будем считывать значение из текстуры градиента и сравнивать его с текущим прогрессом. И рисовать только то, что меньше. Делается это таким шейдером. В первой строчке мы сэмплируем текстуру градиента. Поскольку она черно-белая, все три канала в ней одинаковые, и мы можем использовать любой из них, в данном случае красный. Передаем в функцию step вычитанный красный канал, переданную в шейдер переменную прогресса, и сравним ее. Функция step работает следующим образом. Если первый параметр больше, чем второй, то она возвращает 0. Если меньше, то возвращает единицу. Нам остается только умножить полученное значение на цвет, и получается этот наш прогресс-бар, который, возможно, часть людей не видит. Так, идем дальше. В предыдущем примере нам понадобился только всего лишь один канал из целой трехканальной текстуры, что на самом деле очень расточительно. И в следующем примере мы будем уже более хозяйственными. И используем сразу два канала. В этом примере красный канал мы используем как маску для нашего прогресс-бара, и с помощью него мы задаем форму для него. А в зеленом канале тот самый известный градиент, который в этом случае имеет круговую заливку. Остается снова все умножить на цвет, и получаем такой же более интересный прогресс-бар. Но зачем останавливаться на простых формах, подумал наш художник, и нарисовал прогресс-бар вот такого вот плана, реализовав тем самым интересный эффект дерева. Работает все, в принципе, точно так же, за небольшим исключением. Здесь появилась небольшая область, скажем так, затухания, для того, чтобы ветви и листья появлялись плавно. И, как видите, на текстуре градиента листья отмечены более светлыми областями, для того, чтобы они появились заметно позднее, чем ветви. Листья светлее, да. Так, делается следующим шейдером. Он практически такой же, как и предыдущий. Единственное, что там есть переменная anim-width, которая как раз определяет ширину этой области затухания. Идем дальше. Шум. Шум – это, в общем-то, тот же самый градиент, только более сложной формы. И с помощью него наш прогресс-бар может быть, например, вот
таким вот. Здесь почему-то анимация немножко медленнее, чем я хотел, но не страшно. Ну, это может быть, например, не прогресс-бар, насколько я помню, в игре Doom 3 враги пропадали с таким же эффектом. Так что применение ограничивается лишь вашей фантазией. И как это работает? Примерно точно так же, тоже немножко сложнее, но все еще без всякой какой-то магии. Вот здесь вы видите шейдер, который это реализует. Здесь появилась еще одна текстура, main texture, которая еще называется диффузной. И здесь мы будем интерполироваться между ее цветом и... Вот вы можете посмотреть, я настроил редактор градиента для того, чтобы вы имели понимание, где и как мы интерполируемся. И вот зеленым цветом здесь обозначена диффузная наша текстура. Дальше на той области затухания в прозрачности, если вы помните с предыдущих шейдеров, с предыдущего примера, мы будем уходить в непрозрачность, а дважды интерполироваться между двумя цветами. На половине области мы интерполируемся, вот сразу смотрите, третья и четвертая строчка с конца. Две функции интерполяции. Сначала мы интерполируемся от диффузного цвета к так называемому холодному, который в этом примере черный, а затем от холодного к, скажем так, горячему. Я, честно говоря, плохо помню, как тлеет бумага, давно не жег. Вот, но вроде бы как примерно что-то вроде этого. Вот. Ну, а остальные пиксели мы оставляем прозрачными. Да, не забывайте, что они прозрачные, они не рисуются, поэтому всегда нужно помнить о том, что вы не выигрываете за счет прозрачных пикселей. Еще маленький момент, на который хочу обратить внимание, то, что третий параметр интерполяции здесь взят в квадрат. Это на самом деле небольшая мелочь, которая позволяет убрать линейность из реализуемого эффекта. Почему? Потому что человеческий глаз склонен замечать все линейное, симметричное в играх, потому что в реальном мире таких вещей практически нет. Поэтому если вы будете их избегать, то ваши игры будут казаться более естественными, живыми. Дальше. Lookup текстура. Lookup texture. Опять градиенты, скажете вы, и будете правы, но лишь отчасти. Lookup текстура – это способ оптимизации, основанный на запечении в текстуру предрасчитанной информации. Как, например, здесь в текстуру запечена какая-то вариация синуса. Этот градиент использовался для реализации вот такого вот эффекта для подсветки растений в некоторых областях. Да, можно было в фрагментный шейдер передать обычную функцию синуса, но она как бы не самая быстрая для видеокарты. Это раз. Во-вторых, использование градиентной текстуры развязывает руки и позволяет, ну, как, например, здесь у меня, вроде бы видно, наложить сверху немного шума и, опять-таки, убрать плавность лишнюю и добавить немножко вариативности в свечение. Material Capture. Это тоже где-то рядом с lookup текстурами, но здесь мы пошли дальше и запекли в текстуру целый внешний вид материала. Как это работает? При отрисовке объекта, когда мы хотим нарисовать очередной пиксель с него, мы находим нормаль в этой точке, и благодаря ей, точнее, вычислив угол между этой нормалью и экраном, мы можем найти проекцию этой точки на lookup текстуре и посчитать UV-координаты и, соответственно, найти эту точку, найти ее цвет. Но, во-первых, этот шейдер очень быстрый сам по себе, но имеет ряд ограничений. Все они связаны с тем, что внешний вид материала был запечен для определенного положения камеры в пространстве. А значит, вы ограничены во вращении камеры и не можете просто посмотреть с другой стороны на объект. Он, конечно, там будет нормально выглядеть, но немножко неправильно, скажем так, потому что он запекался именно для определенного положения камеры.
Но не забывайте, что это очень быстрые шейдера, и если ваша игра позволяет смириться с такими ограничениями для движения камеры, то, скажем так, это ваш путь. Искажение UV-координат. Это вот очень интересный эффект. Это кадр из игры Deus Ex, и реверс-инжиниринг этого эффекта был подсмотрен мной в очень классном блоге FX-разработчика Саймона Трамплера. Это немецкий разработчик, который ведет блог, ссылка на который здесь. Обязательно запишите, обязательно его посетите. Это не реклама, сразу скажу, просто там очень много рассматривается эффектов из различных игр, и Саймон свои какие-то разработки выкладывает. И очень много меня вдохновило на реализацию своих шейдеров. В частном случае мной был сделан вот такой вот эффект подсветки редких предметов в игре The Troopers компании HeWorks. Как он реализован? Здесь из текстуры шума мы берем смещение для UV-координат при отрисовке диффузной текстуры. Если при этом смещать саму текстуру с шумом, то возникает вот такой вот интересный эффект волнистого искажения, так сказать. И понимаете, как альтернатива реализации такого эффекта – это последовательность спрайтов. Ну, я думаю, что не нужно объяснять, что такой вариант намного производительнее и по памяти, и по скорости. И реализуется он таким вот шейдером. Здесь, во-первых, обратите внимание на структуру vertex to fragment, в которой добавилась еще одна UV-координата, потому что диффузная текстура, она статична, а текстура шума постоянно смещается. Далее в вертексном шейдере происходит расчет этих UV-координат с учетом времени и скорости. Обращаю внимание на то, что делается это именно в вертексном шейдере, хотя, конечно, мог сделать в фрагментном, но тут такой момент, если вы, например, хотите отрисовать на экране квадратик размером 64 на 64 пикселя, то у вас будет 4 вызова вертексного шейдера и 64 на 64, и 4096, в общем случае, вызова фрагментного. Поэтому, сами понимаете, где быстрее производить вычисления. Так, ну вот, в общем-то, снова сэмплируем текстуру и получаем наш искаженный спрайт. Очень похожий эффект используется для реализации воды. В игре The Troopers, к сожалению, эта локация не вошла в релизную версию игры, но я покажу на видео, как она работает. Надеюсь. Так. Так, я покажу на видео. Как показать на видео? Да. Вот оно что. Понятненько. Так вот. Здесь, во-первых, художник сделал сетку определенным образом, так, чтобы она как бы обтекала камень. В вертексном шейдере мы можем немножко пошевелить вертексы. В экранном пространстве на нее проецируется талящая текстура облаков, которая смещается по экрану по диагонали. Что еще интересно, можно менять прозрачность, можно менять степень отражения. Дима? Да. При изменении угла наклона воды к камере изменяется его степень отражения и степень прозрачности. В общем, все как в жизни. Вот, но при этом этот шейдер этой воды очень быстрый, или хорошо работает на мобилках, ну и вроде как смотрится неплохо. Так. Угу, понятно. Повторение, мать учения. Так, может, можно сделать быстрее. Нет, нельзя.
Так. Вот. Реализуется она таким шейдером. Он не сильно отличается от шейдера, который реализовал искажение UV-координат. Здесь тот же самый принцип. Ну, единственный момент интересный, то, что здесь UV-координаты для текстуры облаков берутся из проекции позиции вертекса в плоскости камеры. Так, вот очень классный эффект, взятый тоже из блога Саймона. Здесь спрайтовый эффект огня. И как он работает? Он реализуется с помощью двух текстур. Во-первых, есть текстура, содержащая, ну, скажем так, маски. В первой текстуре, в красном канале, рисуется область, где нарисовать белый, точнее желтый цвет. В зеленом канале указана область для оранжевого цвета. Синий канал содержит мультипликаторы для смещения UV-координат, для того, чтобы пиксели не отрывались от нижней границы спрайта. Потому что, как видите, уже ближе к середине спрайта искажение достигает такой силы, что пиксели отрываются от своих начальных значений. Вот. Альфа-канал содержит маску затухания прозрачности. Во второй текстуре содержатся в двух каналах две разные текстуры шума, которые смещаются с разными скоростями вверх по спрайту. Ну, конкретно в этом примере они смещаются с одной скоростью, потому что я ленивый. Вот. И именно поэтому очень видна цикличность этого эффекта. Ну а в синем канале просто текстура каких-то партиклов, просто для красоты. Вот. Ну и по ней вы можете видеть, как сама текстура ползет по спрайту. Следующий эффект тоже из того же блога. Он лично меня достаточно сильно впечатлил. Здесь также используется смещение, вычитанное из текстуры шума, но оно применяется здесь на пиксели, а на вертексы. И выглядит очень даже неплохо. Оно используется в эффекте дыма от сигареты в игре компании Tequila Works. И здесь есть пара интересных моментов. Во-первых, судя по форумам, у людей часто возникает вопрос, как все-таки сэмплировать текстуру в вертексном шейдере. Дело в том, что в вертексном шейдере функция text2D не работает, по причине того, что на этапе вертексного шейдинга точнее видеокарта не обладает информацией, какой мипмап сэмплировать. И для этого у нас есть функция text2D load, в которую вторым параметром передается четырехкомпонентный вектор, первые две компоненты которого содержат UV-координаты, третий, насколько мне известно, не используется, а четвертый – это уровень детализации, который в процессе преобразуется в номер мипмапы. Так что если мы передаем сюда 0, мы будем сэмплировать нулевую мипмапу, что, в общем-то, нам и нужно. Ну и второй интересный момент, то что значения, вычитанные из текстуры шума, здесь преобразуются из диапазона от 0 до единицы в диапазон от минус единицы до единицы. Сделано это для того, чтобы вершины из своего нулевого положения смещались не только вверх, но и во все стороны. Ну и эффект смотрелся более динамично. Тоже обязательно посмотрите на подробную реализацию этого эффекта в блоге. Здесь очень интересно то, что Саймон пошел еще дальше с использованием текстур в играх. Дело в том, что в игре понадобилось воспроизводить вот этот вот эффект, эту анимацию и в прямом, и обратном направлении во времени. И для этого он запекает в текстуру, сохраняет позиции всех вертексов в каждом кадре, и двигаясь по этой текстуре, как будто считывая пластинку, он может проигрывать этот эффект и в прямом, и в обратном направлении, что очень круто, и что в очередной раз доказывает, что
текстуры — это не просто что-то, содержащее цвет и позволяющее вам раскрасить ваши объекты, а что-то на самом деле гораздо более гибкое, и туда можно положить вообще абсолютно любую информацию. И это ограничивается только вашей фантазией. Вот, поэтому я вам рекомендую читать подобные блоги, читать вообще всю информацию в интернете, которая касается исследуемой вами проблемы, и строить свои разработки на основе чужих наработок, потому что это ускоряет и вашу разработку, и позволяет, скажем так, сообществу двигаться вперед, потому что если кто-то делает что-то хорошо, кто-то сделал на основе этого еще лучше, и в итоге общий уровень качества игр, контента всегда растет, и мы не стоим на месте. Поэтому не ленитесь, делитесь вашими наработками, это очень полезно для всех. Ну а на досуге подумайте, например, как в этой игре Earn to Die 2 были реализованы процедурные динамические повреждения автомобиля. Впрочем, это можно даже не в двухмерной, и в трехмерной игре сделать. Так что подумайте, это интересная задача для разминки мозга. Ну и на этом у меня все. Спасибо всем большое. Я записал свой ящик, если будут какие-то вопросы. Наверняка я здесь не все осветил. Так что спасибо всем большое. Спасибо. У нас, в принципе, есть время на вопросы, если есть. Окей, я тогда сам немножко спрошу. В самом начале? Да. Андрей, здравствуй. Спасибо за доклад. Было очень приятно тебя послушать. Спасибо. Вот ты рассказал очень много интересного про всякие эффекты, значит, как можно сделать красиво и так далее и тому подобное. А можешь из своей практики привести какой-нибудь пример, где ты с помощью, значит, использования текстур повышал производительность, прям делал какие-то классные штуки, чтобы повысить перформанс игры? Сложно вспомнить. В основном, конечно, использование эффектов подобного рода имело цель повышения визуального качества игры в первую очередь. Конечно же, те же самые прогресс-бары, будь они неладны, если их нужно показать большое количество на экране, вы уже обсуждали, да, их очень хорошо сделать на видеокарте. Как минимум будет меньше мусора в памяти, и это хорошо. Тогда еще один вопрос. Я затронул больную тему. Нет. Значит, еще один вопрос в контексте, значит, его доклада. Вот смотри, приходилось ли тебе на практике для оптимизации использовать прогрев шейдеров? То есть, как бы говорить системе так, чтобы она использовала их заранее и вообще как бы, вот как-то этот момент можешь осветить? Именно прогрев, потому что это важно. В каком-то виде, может быть, да, но скорее это может даже был не прогрев не только шейдеров, а вообще прогрев ресурсов, когда какие-то объекты создавались динамические, и мы просто хотели, чтобы текстуры, которые они используют, материалы, которые они используют, были заранее подгружены. Мы просто подставляли их под скрытую камеру в каком-то кадре до игры, их рендерили, чтобы они просто подгрузились в память. Вот так вот сражались. В самом начале ты показывал функцию, условно говоря, которая сравнивает две переменных и в зависимости от чего-то делает. Насколько я понимаю, у нас банальный if в шейдере получается. Я немножко подотстал, но когда-то давным-давно на всяких бердевах, ПВР, архитектурках, на мобилках это было тяжело. И это было тяжелее, чем, я не знаю, обычный прогресс-бар, который тянет банально два вертекса вперед и перестраивает. Это, в общем-то, да, я согласен. Наверняка есть возможность заменить эту функцию на что-то более быстрое. Если честно, у меня есть скрытая надежда, хотя я, конечно, не исследовал, что ближе к аппаратному уровню это все дело оптимизируется лучше, потому что все-таки это не, как называется, не клип, который просто отсекает по условию, а все-таки чуть больше похоже на математику.
Степ, да. Да, я Да. говорю. Когда вы берете степ, то он возвращает либо 0, либо единицу. Потом в лерпе вы можете просто перемножать на это 0, либо единицу. Получается, вы не берете if там больше это, то делаю это, if меньше, ну, else, то другое. Вы просто домножаете на 0, либо единицу, которая возвращается из степа. То, кстати, можно степ не использовать, а прямо напрямую писать значение больше в лерпе прямо. Значение больше другого, и он это понимает как степ. Ну, то есть он вернет 0 либо единицу, а не true либо false, и бранча тоже не будет. Я понял. Ну вот, век живи, век учись, как говорится. Класс. Есть вопросы? Да. Я правильно понимаю, что таким образом, что за счет вычислительных шейдеров можно, получается, перенести часть вычислений с центрального процессора на графический, например, когда есть много математики, допустим, при проектировании искусственного интеллекта, можно таким образом занести какие-то константы в текстуру, использовать цвета там, например. Все верно, можно как-то и так в эту сторону посмотреть. Есть в Unity понятие Compute Shaders, в которое, если честно, еще не углублялся, но оно как раз позволяет вычисления производить на видеокарте. Так что да, можно. И это хорошо. У нас тут такой через весь доклад ключевой поинт, что текстура — это вообще не цвет, набор цифр. Это да, это как раз то, что я хотел донести. А вот ты говорил, что синус это занимает много времени в шейдерах, да, и предлагал как вариант использовать текстуру с запеченным синусами, да, так понимаю? А разве текст 2D не занимает больше времени, чем синус? Я не говорю, что вот конкретно в этом примере это прям быстрее, чем синус. Да, но, по крайней мере, гибкости у нас намного больше, чем с использованием классической математики. Все, спасибо, Андрей. Вам спасибо.